Морал лежит. За кустов плохо видно его. Вон он. Красавец какой. И главное, не убегает. Странно. Затих. Думает, я его не вижу. Вообще. Не, вообще лежит, хоть бы хны. Может, реально что-то с ним произошло? Встал. Значит, просто лежит. Зря я его спугнула. Но я думала, вдруг ему помощь нужна. Какой красавец, а. Стоит, смотрит. Не знаю, видно ли его на камере сейчас. В общем, он позади меня. В нескольких метрах. А тут сугробы по колено. Пришлось залезть. Устала подниматься. Ой, а вон там еще один. Вон жопа торчит. Он достаточно далеко от меня. У меня просто приближение хорошее. Опа, опа. Бежали. Бежали жопки. Начинается самая сложная часть пути. По сугробам. В принципе, до сюда идти от места старта километров 10, не больше. Я специально выбрала это место, чтобы мне не мучиться, а именно сходить, испытать, вот как вообще себя поведет эта палатка. Купила дешевую китайскую палатку. И хочу посмотреть, насколько реально с ней ходить зимой с печкой. Только не надо спрашивать, почему я без лыж, без снегоступов, как обычно. Я даже сегодня без гамаш, что уж говорить. О, кто здесь? Привет, друган. Слушайте, классный домик. Можно в случае чего и здесь переночевать, да? Это типа спасательное одеяло, походу. Ну да. Каремат даже есть. Маленький столик.
Самое сложное расчистить место под палатку. Это капец. Лопаты у меня нет. Снег еще сверху слежавшийся, и когда этот слой убираешь, под ним он как сахар, как соль, и он рассыпчатый, и сложно такой убирать, кусками легче, из-за того, что его уберешь, и он ссыпается тут же, то есть ты не можешь много выгребсти, и ты его вот так сыпешь, а он обратно, опа, скатывается. Из-за этого, конечно, работы больше. Кажется, над камера, как всегда, не передает, какая тут глубина нормальная такая. Горы снега. Это было сделать сложно. Но я это сделала. Да, немножко не влазит, блин. Потому что нужно именно вот так ставить, потому что с той стороны будет тамбур и там будет печь. Ёшкин кот, надо еще чистить. Фу. Зато я буду в такой яме стоять, по-моему, там будет тепло и так. Ветер не будет задувать. Так. Кстати, вместо колышков я буду использовать вот эти палки обычные, потому что в снег колышки не воткнешь. И буду вкапывать в снег, и они будут нормально держать. Это дешевая палатка. Взяла ее как эксперимент. Буду сегодня пробовать и выживать.
Ну вот, наконец я палатку установила. Надеюсь, ничего не рухнет, ничего не испортится. На первый взгляд выглядит типа хорошо. Но на самом деле уже много вопросов. Во-первых, как выводить трубу в бок? На картинке было, что типа сверху. Не знаю, получится ли у меня. Во-вторых, вот эти закрывашки очень неудобно. Я тут сейчас копалась, мучилась. И когда мороз, просто можно чокнуться их закрывать. Вот. Еще. Вот здесь такая штука проходит. И тут же должна стоять печь. Это же просто сгорит нафиг вот эта фигня и все. Вот. Ну, пока еще больше ничего не могу сказать. Сейчас буду мерить печку, смотреть, как ее вывести. Еще, конечно, вопросы вот по этой штуке. Надеюсь, она точно не горючая. Ну и искры будут явно на палатку лететь, и будет ее, конечно, прожигать. Искрогаситель надо, но я не думаю, что он сильно поможет. И самое такое, что печка будет очень близко, получается, стоять. Надеюсь, что ничего у меня тут не загорится. А еще я постоянно прохожу мимо и забываю, что стоит тут вот этот чувак. И невольно вздрагиваю каждый раз. В общем, намучилась я, честно говоря, с печкой. Никак она у меня не подходила. Вот так вот я ее полубоком поставила. Загружать, наверное, будет неудобно. Ну и вот за этой надо будет следить. Мне кажется, она все равно подплавится. Не продумано. И близко очень. Не знаю, нормально ли будет. Ну, пока так. Поставила. Вот так вывела трубу. Получилось только так, потому что вот эти колена, они вообще не подходят. Я еле-еле запихала вот одно колено. Второе я хотела вот так вывести вверх. На два их. Оно вообще никак вот в эти именно трубки не подходит. Вот короткие. Подошло только вот в эту длинную трубу. Хотя они все одного диаметра. Я специально покупала одного диаметра. Ну вот, дома не померила, а тут сейчас мучилась. И вот придется вот так, не знаю, как будет печка работать, как будет дым выходить. Ну, пока вот так вот, такие дела. Еще у меня такой тент был с собой. Я вообще его под палатку хотела и забыла. Но теперь у меня будет здесь пол. Моя перчатка высохла мгновенно, ну и поджарилась тоже мгновенно. Такая теперь шершавая. Пойду померю, войду в печку, а то сейчас напилю, да не так. Идеально. Вот не больше, не меньше. Именно такие надо.
Вот глаз алмаз у Алины, а. Я устала. Я решила отдохнуть. Так потихоньку располагаюсь, смеюсь. Палатка вроде большая, высокая, удобно все, но явно для одного человека. Вот надувной коврик, например, он не влез вот так, а только наискосок. Он не входит просто, но он длинный. Вот. А вот этот вот коврик, он вот так вот только-только прям впритык входит. То есть если человек будет высокого роста, он просто здесь не поместится. В принципе, если вдруг у меня что-то пойдет с печкой не так, я подготовленная. У меня, во-первых, надувной коврик, еще один коврик, пуховый спальник. Правда, он не зимний, зимнего у меня нет. Это самый теплый, у него температура вообще комфорт -2. Комфорт -2, а лимит всего лишь -9. Ну, то есть он не прям, не слишком теплый, но вообще я вот сколько с ним хожу, я им очень довольна. Вот. И плюс я взяла пуховые штаны, пуховую курточку, чуни пуховые, флисовые носки. В общем, на всякий случай я готова. И у меня еще есть конденсатник. Я потом его сверху на спальник надену в любом случае, потому что наверняка будет конденсат из-за того, что печка. Вот. И я думаю, что даже если вдруг с печкой что-то не так пойдет, переночевать-то я смогу. А вот я же все время ночую зимой на улице без печки. Я первый раз с печкой вот решила попробовать. Просто я зимних походов мало своих снимаю, потому что это реально тяжело. Я вот сегодня очень устала. Больше даже из-за съемки, наверное. Вот. Чувак, сторожи мои сани, хорошо?
Ну чё, час икс настал. Сразу одну большую положу, пускай она схватится. Пока дым сюда пошел. О, пошла тяга. Я вот тут открыла. Все, дым пошел туда. О, уже тепленькая. О, тоже горячая. Класс. Еще короче надо. Дрова, конечно, в лед прогорают. Это капец. Буду прикрывать потом это поддувало, посмотрю, как будет работать. Ну что, на первый взгляд все выглядит нормально. Печка сразу потемнела, обновилась. Она у меня, если честно говоря, год стояла. Я в прошлом году эту печку купила. А палатку вот недавно. Тут вроде все хорошо. Ничего вроде не горит. Единственное, труба как будто хочет выскочить. Здесь тоже вроде бы все хорошо. Единственный минус, конечно, что вот так близко вот эта вот палатка сама. Надо что-то как-то думать с этим. Кстати, с этой стороны лучше застегивать. Я пробовала застегивать, с той стороны постоянно закусывает. А с этой удобно. О, вот и все. Первым делом надо в котелке снег растопить. Я хочу уху сварить. Что-то я на нее подсела, так бульончика хочется. Взяла немножко рыбки, одну картошечку, лучок. Буду варить супчик. Нет, так-то мне тут нравится. Свободно очень. Посмотрим, как я ночь проведу. Да еще, видите, температура сейчас не сильно прям уж, ну, морозов сильных нет. У нас как раз потеплело. Пошла я в этот поход спонтанно. Купила палатку, дождалась, когда она мне придет. И все, палатка пришла, и я решила пойти. Снимать, конечно, неудобно в таком маленьком помещении.
Часто мне напишут такие: антисанитария, грязь. Все тут же ногами, тут же. Это пишут люди, которые, наверное, никогда не были в походе. Замороженная такая, в снегу вся. Ох. Ох, полная какая будет. Да не, нормально. Ах, какие условия, а? Обалдеть. Пока мне все нравится. Ох-охо. Пойдет. Мне кочергу еще надо. Разгребать там все, чтобы удобно было. Ой, чайник кипит. Ух ты. Опа. Свет. Это будет свет. Так. Лаврушечки. Тут я даже перчика немножко положила, круглого, душистого. 5 горошков. Так, и соль. Маленько посолить. Не, все-таки постоянно закусывает. Молния. Напилила более маленьких подкидывать. Как пахнет вкусно. Ой, на всю палатку. Ой, какая вкуснятина, но надо подождать, чтобы остыло, слишком горячее. Сейчас на снег поставлю, быстро остынет. Слушай, я сейчас кое-как запихала самую большую дровину. И рядом маленьких подкинула. Жаль, я это не сняла, потому что не уверена была, что запихаю. Но у меня получилось. Класс. Просто нереальный балдеж. Чайничек кипит. Хотела веточку пихты сорвать и забыла. Буду просто чай пить. Но у меня вкусный чай там, со всякими травками. Запах сразу пошел какой. Все, пусть теперь завариваться стоит.
Как тут тепло, хорошо. На улице очень сильный ветер. А у меня тут хорошо, тепло. Чаем на всю палатку теперь пахнет вкусным. Сейчас возьму чайничек, зефирку и пойду пожарю зефир на костре. Ветер такой сильный, деревья скрипят, качаются, так и страшно, что упадут. Тут, кстати, всегда ветер, тут гора, я ж на горе, я ж не просто так сюда пошла. А потому что снега на горе гораздо меньше. У нас вообще в тайге выше меня снега. А тут на горе всего лишь мне выше колена. Чайничек аж кипит возле костра. Фонарик будет в камеру светить. Какая зефирка. Надеюсь, там видно было. Вот только у костра нормально, прям вот так близко сидеть. А в спину прям сильно дует. Из-за ветра очень холодно. Хоть и температура не слишком морозно. Небольшой минус. Но из-за сильного ветра прям холодно. Наконец-то я сняла свои ботиночки. Не знаю, будет ли видно, что пар идет от носков. В башке мне не упадет. Ой, как хорошо в сухое теплое переодеться. Ух ты. Носки насквозь все мокрые. У меня есть запасные, завтра я другие надену. Как же хорошо. Хорошо. Флисовые носочки. Они мне великоваты, но ничего страшного. Так. Ох. Так. И пуховые чуни. Пуховые чуни. Ой, это хорошо. Ножкам как хорошо. Больше всего ноги замерзли, потому что они мокрые сильно. А мне вот тут сверху вообще сейчас хорошо, потому что вверху тепло от печки. Нету дыма. Там странно. Так, налью чаечек.
Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, котяра? Кайфуем мы с тобой. Мне кажется, этот цвет какой-то стрёмный. Ням-ням-ням. Ставим чайничек. Пусть это все тает. Чтобы водичка на завтра была. Дров должно хватить. Еще даже, может, останется. Я ж не буду ночью подкидывать. Все-таки побоюсь я спать с печкой. Ну, мало ли, угореть можно. Сейчас вот все нагреется, я потом залезу, закутаюсь вся. И все, и до утра не буду печку топить. Утром. Ох. Ну все, собралась я спать. Время уже, наверное, часов 11 или 12. Завтра мне торопиться некуда. Я буду отсыпаться, если, конечно, смогу. Но вообще, судя по тому, как я укуталась, и потому что на улице не минус 30, я думаю, буду спать как младенец. Спала я уже не раз, и в более суровых условиях, и в более холодных. Самая моя холодная ночевка была в минус 22 примерно на улице, соответственно, в тайге, в гроте. Так что я не думаю, что я сегодня ночью замерзну, даже когда печка потухнет. Все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Холодрыга вообще. В 5:20 я просыпалась от того, что замерзла и затопила печь. Вот. И до 7 утра за ней сидела, пока тут не нагрелась. И потом снова вырубилась. Ветер, что капец. Выбежала по делу, так сказать. Руки сразу в лед отмерзают. Долго не поснимаешь. Но при этом солнышко вон проглядывает. Че, чувак, нормально все? Как ночь прошла? Замерз, поди. Опачки, кипит, кипит, кипит.
Чаек кипит. Кстати говоря, у меня вот эта флисовая кофточка тоже от Росомахи, от Покрова. Тонкий флис, и она без капюшона, ее удобно очень надевать как второй слой одежды. Вот именно под куртку там куда-то, на термобелье, спать, когда вот в ней удобно, потому что она не слишком толстая, но при этом дает дополнительное тепло. Тоже мне нравится очень. Это пуховый спальник вот этот огромный. Он вот в такой маленький этот складывается. Здесь у меня штаны пуховые. Это у меня надувная подушечка, тоже маленькая, легкая, Ситу Саммит, кстати, фильм. А здесь у меня пуховая куртка и пуховые чуни вот помещаются в такой. А мешочек это от пуховых штанов как раз. Хотя пуховые штаны можно в более маленький мешочек запихать. Вот в такой мешочек у меня сложится вот этот вот коврик надувной. В принципе, и все. Больше, по-моему, ничего такого. Ну еще калошики, вот они больше всего, конечно, место занимают, но они очень необходимы в таких походах. То есть я по палатке перемещалась, выбегала недалеко на улицу, прям идеально вообще. Они утепленные, легкие, но объемные. Минус в том, что они сначала закопай палатку, потом откопай палатку.
собирать и разбирать эту палатку не очень сложно. Но если будет мороз, пальцы замерзнут. Что тебе, лежать больше нравится? Отдохнули и хватит. Ёшкин кот. Что ж такое-то, а? Ничего нигде не за день.